Modern Talking – невероятно популярный в эпоху евродиско 80-х дуэт, зародившийся в Германии. Мировой успех обрушился на Modern Talking с выходом хит-треков Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You Are My Heart, You Are My Soul. В состав бенда вошли Томас Андерс, вокал, и Дитер Болен, автор и продюсер. Третьим неофициальным участником являлся Руис Родригес, который помогал ребятам воплощать идеи в жизнь. На пороге 90-х популярная группа прекратила свое существование. Лишь к началу нулевых Modern Talking объявили о воссоединении, но, как оказалось, было оно недолгим. Выпустив парочку хитовых синглов, Томас и Дитер окончательно разорвали творческие связи в 2003 году. К тому моменту пластинки дуэта были проданы тиражом более 100 миллионов копий по всему миру. Дуэт был образован в Берлине в самом расцвете 1983 года. Уже через несколько лет, а именно к середине десятилетия, про Modern Talking знали все. Томас и Дитер выпустили культовый хит You Are My Heart, You Are My Soul, покоривший более 30 стран мира. На родине ребят песня оставалась лидером на протяжении 6 недель. По средним подсчетам композиция была продана тиражом в 8 миллионов копий. Вскоре свет увидел еще один популярный по сей день хит, получивший название You Can Win If You Want. Сам альбом The First Album получил платиновую сертификацию на родине и был продан тиражом свыше 500 тысяч копий. Третьим громогласным шлягером стала композиция про милую леди Sherry Sherry Lady, Sherry, Sherry Lady, going through emotion, love is where you find, которая, как и ее предшественники, уверенно лидировали в ряде стран. Это был единственный сингл с альбома Let's Talk About Love. На этом успех дуэта не угасал, а напротив, начал набирать обороты. Brother Louis, Atlantis is Calling, Geronimo's Cadillac, новые синглы вновь принесли Modern Talking высокие позиции в музыкальных рейтингах, чего не скажешь об их шестом альбоме It's the Garden of Venus. Скудное наполнение последнего альбома дало знать о себе, об успехах не шло и речи, и вскоре Дитер объявил о том, что проект Modern Talking прекращает свое существование. При этом его коллега по группе находился в этот момент в Лос-Анджелесе. Неудивительно, что впоследствии между ними возникла вражда. Со слов Болена, причиной их с Андерсом провала была супруга последнего, Нора. Дитер утверждал, что девушка она была волевая и непреклонная, а потому часто запрещала своему звездному мужу выступать и даже участвовать в записи новых песен. Наверняка поклонники Modern Talking помнят ту огромную цепь на шее Андерса с надписью «Нора». Думаем, не стоит говорить, чья именно это была прихоть. Возможно, с возрастом музыкант пересмотрел свои взгляды на жизнь, но это ничего не меняет. Некогда успешный евродиско-дуэт канул в лету, хоть и не навсегда. Прежде чем расстаться на 10 лет, Томас и Дитер созвонились по телефону. Во время разговора они так повздорили, что наотрез отказались общаться друг с другом вплоть до 2003 года. Дитер Болен недолго отходил от распада, а потому уже очень скоро сформировал свой новый проект, получивший название Blue System. Выпущенные под этим именем синглы, а именно Sorry Little Sarah, Under My Skin, Love и другие также нежились на высоких позициях топ-чартов мира. Однако со временем популярность проекта начала угасать. Да и если говорить совсем честно, ее нельзя было даже сравнить с тем успехом, который завоевал Болен в команде с Андерсом. Что касается Томаса, то он с головой ушел в сольную карьеру. Некоторое время он гастролировал под именем Modern Talking, после чего приступил к записи собственного альбома. Всего Томасом было выпущено 5 сольных работ, и что довольно удивительно, все они пользовались успехом за пределами его родины. Закрыв глаза на все конфликты и разногласия, с середины 90-х Дитер и Томас вновь начали поддерживать связь. Культовый дуэт воссоединился в 1998 году, о чем стало известно в немецком шоу Wetten das. Вскоре был выпущен ремикс легендарного хита You Are My Heart, You Are My Soul, где рэп-вокалист стал Эрик Синглтон. За ним последовал альбом Back for Good, с
4 новыми треками. Пластина лидировала на родине музыкантов, удерживая первую позицию на протяжении 5 недель. Более 3 миллионов копий было продано только в уголках Европы. Следующая работа Modern Talking, получившая лаконичное название Alone, повторила успех предшественника, хоть и сдала позиции в продажах. Всего было продано около 1 миллиона дисков. Последняя череда из синглов и альбомов, а вместе с этими новый рекорд – 400 золотых и платиновых наград по всему миру. Однако именно в этот момент Болин и Андерс приняли решение вновь распрощаться. На этот раз, к сожалению, навсегда. На этот раз причина распада крылась в личных взаимоотношениях музыкантов. И если Андерс вновь погрузился в сольную карьеру, то Болин, как настоящий продюсер, сделал упор не на собственное творчество, а на поиск новых талантов. Никто из них уже так и не смог превзойти былой успех Modern Talking. Modern Talking вошли в историю музыки как самый продаваемый проект родом из Германии, чьи пластинки разлетелись ошеломляющим тиражом – более 120 миллионов копий. В 2006 году из-под руки Дитера Болина родился хит-трек, получивший название Bizarre Bizarre. Песня примечательна тем, что при воспроизведении задом наперед можно услышать послание Modern Talking никогда не будет конца. Сам автор прокомментировал это следующим образом: «Я хотел сказать, что музыка Modern Talking будет жить вечно». Помимо этого, Болин выпустил несколько автобиографических книг о Modern Talking. Первая рукопись разошлась миллионным тиражом в Германии, а также стала основой для анимационной комедии Dieter Der Film. Позже письменное творчество Дитера было раскритиковано как публикой, так и его коллегами по проекту. В его сторону посыпались обвинения как от Андерса, так и от самого Фрэнка Фариана, который долгое время пытался разоблачить Болина. Из-за этого сам Дитер чуть было не ушел из музыкального бизнеса. Несмотря на ослепительный мировой успех, за всю историю своего существования Modern Talking так и не получили признания со стороны критиков, во многом из-за схожести песен. Впрочем, сам Дитер Болин даже не стал спорить с данным утверждением, заявив: «Я не стану спорить с тем, что песни Modern Talking действительно звучат однообразно, потому что так и есть. Каждый наш новый сингл походил на своего предшественника». В Великобритании Modern Talking вошли в топ-5 лучших только один раз с песней про братца Луи. Но что самое интересное, они никогда не появлялись в чартах США, и это при том, что за несколько лет до этого было продано колоссальные 65 миллионов пластинок. Последний раз участники Modern Talking вместе вышли на сцену 7 июня 2003 года и с тех пор стали врагами. Во время гастрольного тура по Германии Дитер объявил со сцены о том, что группа прекращает свое существование. Это было неожиданностью даже для Томаса. Формальным поводом стало то, что Андерс ездил в сольный тур по США под брендом группы, притом без ведома напарника. В своем последнем разговоре по телефону они обозвали друг друга засранцами. Потом общение возобновилось в суде. Дитер издал автобиографию, где очень нелестно отзывался про бывшего партнера, даже обвинил в финансовых махинациях во время славы Modern Talking. Томас подал в суд, отсудил существенную компенсацию за недоказанное оскорбление и добился удаления наиболее спорных мест из книги. Их зарисовали черным маркером во всех книгах, а редкие экземпляры, без купюр в кавычках, стали предметом охоты для поклонников. В 2011-м автобиографию выпустил уже Томас, и снова иск. На этот раз в суд обратилась Нора, обвинив экс-супруга в клевете. Певец выплатил 100 тысяч евро компенсации. В одном из недавних интервью Томас Андерс так ответил по поводу возможного возрождения Modern Talking: «Об этом не может быть и речи. Честно вам скажу, я очень счастлив, что мне больше не нужно видеть Дитера. Надеюсь, он тоже от этого счастлив». Жизнь после ошеломляющего успеха Modern Talking. Томас Андерс женился во второй раз на переводчице Клаудии Хесс. Свадьбу сыграли в 2000-м, а в 2002-м у них родился сын Александр. Он не скрывает, что счастлив. Часто радует поклонников семейным фото, дает сольные концерты, много гастролирует, часто бывает и в России. Также зарабатывает выступлениями на частных вечеринках. Пел даже на дне рождения Януковича во время его президентства на Украине. Выпустил коллекцию часов. У Дитера Болина тоже все хорошо в личной жизни. Его нынешняя подруга, боливийка Карина Вальц, моложе на 31 год. У пары 2 детей.
дочь Амели 7 лет и сын Максимилиан 4 года. Дитер очень старается выглядеть моложе своих лет. Сбросил 10 килограмм, увлекся теннисом и физпроцедурами, не ест мясо. Выглядит и впрямь отлично и ведет себя прилично. Во всяком случае, об изменах, которые разрушали его первый брак с Эрикой, у них 3 детей, речь не идет. После Эрики у него был короткий официальный брак, еще от них отношений есть сын. Всего у Болина 6 наследников. Считается одним из самых успешных продюсеров Германии. Сотрудничал с такими звездами, как Сиси Кетч, Крис Норман. Сейчас же активно продвигает молодых исполнителей, пишет для них песни. Автор музыки для многих немецких фильмов, передач, шоу, телесериалов. Последние годы заседает в жюри популярного в Германии певческого талант-шоу. Снял автобиографические мультфильмы. Дитер Болин. Рост 183 сантиметра, переученный левша. Гимназию окончил с отличием. В детстве, чтобы купить свою первую гитару, собирал у соседа-фермера картошку, а первыми взрослыми покупками стали пианино и машина. Его бабушка по матери русская, из Калининграда. По образованию Дитер экономист, импульсивный и независимый, любит тусовки и терпеть не может одиночество. Страшный балабол, в юности баловался легкими наркотиками, владеет шляпой Майкла Джексона с его автографом. Томас Андерс, рост 175 сантиметров, настоящее имя Бернт Вайдунг. С 7 лет пел в церковном хоре, в 16 выпустил 3 пластинки. Играет на фортепиано и на гитаре, 2 высших образования, германистика и музыковедение. В ноябре 1984 года выжил в автокатастрофе. По натуре очень импульсивный, чувствительный, застенчивый, подвержен нервным срывам. Любит Майкла Болтона, Билли Джоэла, Сандру, Лизу Стэнсфилд и Кайли Миноуг. Из писателей Булгакова. Даже квартиру на Патриарших прудах в Москве несколько лет назад подыскивал. Нежен с животными. Одно время у него жили 8 собак и 3 кошки. Не курит и не пьет.